Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро, а это значит, что сегодня нас с вами ждет очередной расклад. Перед тем, как мы начнем, я прошу поддержать это видео лайком. Это очень помогает мне в развитии канала. Также, если вы еще не подписались, то предлагаю это сделать прямо сейчас. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ссылки на все мои социальные сети есть в описании под любым видео на канале. У меня также есть закрытый канал на Бусти. Вот здесь вот слева сейчас появится QR-код, по которому вы можете перейти и за подписку всего в 299 рублей в месяц смотреть шок-расклады, тот контент, которого нет и не будет здесь на YouTube-канале, потому что YouTube это просто-напросто заблокирует. Там все о том, кто такой на самом деле Владимир Владимирович Путин, когда наконец закончится война России и Украины, существовал ли Иисус Христос на самом деле и кем он являлся, и что такое религия и церковь в более широком и глубоком понимании этого слова. Все это и многое другое, многие другие шок-расклады есть на моем канале на Бусти за подписку всего 299 рублей. Также у меня есть телеграм-чат, в котором мы общаемся с моими подписчиками, и именно вы можете стать тем самым подписчиком, который порекомендует мне, какие расклады должны быть у меня на закрытом канале на Бусти и на YouTube-канале. А сегодня с нами карты Девиан Мун, Безумная Луна Патрика Валенса, и, дорогие друзья, по многочисленным просьбам ценителей творчества Юрия Шатунова, сегодня для вас расклад в память об этом замечательном человеке и о том, какими были последние дни жизни для Юрия. Все вопросы, которые прозвучат сегодня в раскладе, это вопросы поклонников артиста, а точнее одной моей подписчицы замечательной, которая как раз порекомендовала мне эти глубокие вопросы. Мы сегодня будем прорабатывать то, что и рассказывать то, что случилось с Юрием Шатуновым в последний день его жизни. Первый вопрос. Здравствуйте, карты, которые я бы вам хотела задать. Последний день жизни Юрия Шатунова. Что происходило с ним утром, вечером, днем и вечером, да, и когда точно он умер? Последние дни жизни Юрия Шатунова. Покажите нам, пожалуйста, последний день Юрия Шатунова. Последний день жизни Юрия Шатунова. Карты, покажите нам, пожалуйста, последний день жизни Юрия Шатунова. Что происходило с ним утром? Буквально 3 карты. Утром. Такое ощущение, что какие-то планы изменились, да, были планы совершенно другие, но кто-то вот его как-то заманил в свои сети, скажем так, да, здесь измениться, да, измениться и подстроиться под кого-то, подстроиться под чьи-то планы, понимаете, здесь тройка пентаклей говорит, а подстроюсь-ка я под чьи-то планы, потому что так нужно тому человеку, кто зовет меня на какую-то вечеринку, вот троечка кубков, вечеринка, где будем пить, плясать, гулять, что-то отмечать, да, и по двоечке кубков это какой-то не очень хороший человек. Здесь на карте смерть заманила девушку в свои тиски, так скажем, да, свои селки, выпить со смертью на брудершафт. Утром его куда-то зовут, он до этого не хотел никуда ехать, я вам хочу сказать, да, и утром его как раз зовут, и все его планы пришлось не то что поменять из-за своих каких-то желаний, а как-то подстроиться под того человека, кто его звал на это мероприятие. У меня даже супруг сейчас чихнул, да, но действительно, вот правду говорят, то, что вот действительно, когда чихаешь, да, что-то вот говоришь, то это так и является, таковым и является. То есть он подстроился под кого-то утром, изменил все свои планы, все свои решения, принятые задолго до этого, да, и подстроился под какого-то одного человека, который буквально заманил его, позвал его вот на эту вечеринку. С какой целью? С целью, я так понимаю, отравить, да, потому что здесь выпить на брудершафт со смертью, и именно вот в бокале что-то, да, какой-то яд, кровь потом прольется, да, это вот такой вот как предзнаменование, да, такое на смерть, скажем так. Это то, что было с ним утром. Второй вопрос, друзья, в этом же первом вопросе. Что происходило в последний день жизни Юрия Шатунова днем? Что происходило с Юрием Шатуновым в последний день его жизни днем? Утром мы посмотрели, да, что происходило с Юрием Шатуновым в последний день его жизни днем. Что происходило днем с Юрием Шатуновым, с кем-то боролся с какой-то императрицей, да, ага. Ты обсуждал какие-то рабочие моменты с императрицей, причем как-то с ней боролся, с какой-то женщиной. Женщина, возможно, замужняя, возможно, женщина
вдова, да, с какой-то женщиной обсуждал рабочие моменты, и что-то ему не нравилось в этих рабочих моментах. Эта женщина настояла на своем, он говорил о своем, и вот как-то они припирались, как-то они ругались. Вот днем был какой-то у них не очень хороший разговор с этой женщиной. Это императрица, не знаю, кто это, друзья мои, напишите, пожалуйста, мне в комментариях, кем может быть эта женщина, которая думает только о себе, женщина достаточно красивая, сексуальная, в принципе, да, привлекающая к себе внимание, однако она играет в какую-то нечестную игру по шахматной доске, да, и ей очень важна материалка, материальные блага, ей важна только она сама, да, и она ни о ком, кроме самой себя, не думает. Левой стороной к нам повернута какая-то творческая натура, возможно, задействована как-то в творческом коллективе была Юрия Шатунова, да, и вот как-то они с ней припирались в течение дня по рабочим моментам, по восьмерке пентаклей. Последний день Юрия Шатунова, последний день жизни Юрия Шатунова. Карты, покажите нам, пожалуйста, что было вечером с Юрием Шатуновым. Потом мы посмотрим, во сколько он умер. Последний день жизни Юрия Шатунова. Покажите мне, пожалуйста, карты, что происходило с Юрием Шатуновым вечером в последний день его жизни. Что происходило с Юрием Шатуновым вечером в последний день его жизни. Угу. Ну, вот здесь вот как раз и произошла смерть, да, здесь произошла остановка сердца, да, здесь десятка мечей, переход в новую жизнь, новую загробную жизнь, да, по Луне, Луна – это темная Луна, здесь, да, марионетка, Юрий Шатунов оказался марионеткой в чьих-то руках, он сражался, начал сражаться, бороться, возможно, даже здесь по рыцарю мечей и по десятке мечей, да, посередине Луна, здесь борьба за свою жизнь, такое ощущение, как будто он не ожидал атаки, да, но все равно меч у него был наготове, да, он в принципе, в целом ожидал, что случится какая-то стычка на этой даче даже, да, но он не ожидал, что стычка будет вот такая темная, да, то, что его захотят убить. И он даже сам в процессе того, как ему стало плохо, он понял, что с ним происходит. И десятка мечей – это переход в новую жизнь, либо лучшую жизнь, либо наоборот загробную жизнь, да. Десятка мечей с какой-то болью, с какими-то утратами, с какими-то потерями, да, с какими-то переживаниями и с осознанием того, что ему в сердце со спины воткнули ножи, да, то есть предательство какое-то произошло, и он этого не ожидал, однако меч его все равно был наготове. Вот как раз-таки вечером, я хочу вам сказать, да, тут и произошло убийство по Луне, здесь замышляли несколько человек что-то, да, против него, и как раз вот держали его как марионетку в своих руках. Темная Луна – это как раз убийство, его защита и его переход в новую жизнь, в новую загробную жизнь. Но мы все равно сейчас посмотрим, во сколько умер Юрий Шатунов. Там две версии было: 20:00 22 июня или ночью 23 июня. Скажите нам, пожалуйста, карты, правду, во сколько умер Юрий Шатунов, во сколько часов умер Юрий Шатунов? В 20 часов 22 июня, мы сейчас по одной карте вытянем, да, и узнаем, умер ли он в 20:00 22 июня, либо либо ночью 23 июня, да. Здесь ушел навсегда по звезде, далекая карта, что-то отдал от себя, что-то такое ощущение, как будто ему пришлось отдать, да, за свою славу. За свою славу приходится что-то отдавать. Здесь звезда сидит и переливает из кувшина льет воду, обратно в воду, простите, да. Хотя вода в озере есть, она все равно выливает из своего кувшина последние ресурсы, отдает что-то взамен того, что она когда-то взяла, да, взамен того, что человек стал звездой, он должен отдать что-то, да. Его желания, тут желания исполняются, да, 22 июня в 20:00 он не умер, это было не в 20 часов 22 июня, нет, здесь исполнение желаний, да, по карте девятка кубков, здесь период стагнации, все точно так же, как и было. А вот как раз-таки 23 июня ночью он ушел навсегда, здесь звезда, которая ушла навсегда, осталась гореть для нас в наших сердцах, ему пришлось что-то отдать от себя, все свои ресурсы и даже свою жизнь, да, за то, что вот он как бы стал звездой, да, вот этой всемирной, так скажем, да, всероссийской звездой. Да, здесь Юрий Шатунов умер ночью 23 июня. Почему Юрий Шатунов поехал на дачу в тот злополучный день? Его заставили. Почему Юрий Шатунов поехал на дачу в тот злополучный день? Его заставили. Почему Юрий Шатунов поехал на дачу в тот злополучный день? Его заставил кто-то или он сам, да? Ну, мы
увидели, да, уже, что ему пришлось подстроиться под кого-то, да, ну его прям заставили, или он все-таки сам принял решение, да, ему деваться, такое ощущение, что было некуда. Было некуда деваться, он с кем-то ругался, с кем-то ссорился, да, у него не было выбора, двоечка пентаклей, двоечка жезлов, да, ну, выбор на самом деле был, конечно же, да, по двойке. Выбор есть всегда, однако его кто-то обманул, да. Сейчас я вам расскажу, друзья мои. Из последних сил, да, по двоечке жезлов выковырять из сухой земли чеснок, последние, да, последние силы. Тут человечек пытается из сухой земли выкорчевать этот чеснок, который там уже не прорастает. Вот из последних сил он пытался не вступать в конфликт с какими-то людьми. Да? Здесь трое человек, о которых он постоянно думал в последнее время. Да? Карта рефлексии. Он постоянно переливал из пустого в порожнее. Он постоянно загонялся по поводу этих нескольких людей, да, по поводу этих нескольких человек, которые ему не давали покоя какого-то, держали его в какой-то жертве, держали его в повешенном. Повешенное – это состояние объективности, состояние жертвы. И почему он поехал на дачу? Он хотел сделать выбор, чтобы не ехать, однако его каким-то обманным путем заманили туда. Что-то ему такое сказали, что он захотел поехать и выяснить все раз и навсегда. Он подумал, так, вот если я сейчас поеду, я выясню все раз и навсегда, не буду больше об этом думать и загоняться, не буду больше вступать в конфликты и не буду больше в состоянии жертвы висеть и выжидать время. Я, возможно, буду свободным человеком, да, я не хочу быть повешенным, я хочу быть свободен. И он сделал неправильный выбор. Здесь карта неправильного выбора. Двоечка пентаклей, карта мошенничества, а пятерка мечей обманули дурака на 4 кулака. Да, есть такая детская поговорка шутливая. И вот здесь вот неправильный выбор сделан, и он пришел к тем людям, с которыми он ругался в последнее время, о которых он часто думал, которые его обманным путем туда заманили и держали в повешенном. И вот чтобы не быть в этом повешенном, чтобы наконец выйти из этого состояния, он сделал неправильный выбор, и он пошел на эту дачу, поехал на этот вечер, да, не совсем гулять, не совсем что-то отмечать, как говорили, да, это все неверно, он просто пошел разобраться в вопросе, который его волновал очень сильно. Вот поэтому он поехал, его не совсем заставили, но ему пришлось подстроить свои планы для того, чтобы, наконец, раз и навсегда выяснить какие-то конфликтные моменты. Разговаривал ли Юрий с кем-то по телефону перед смертью? Разговаривал ли Юрий с кем-то по телефону перед смертью, в день своей смерти, да, вот какой-то такой важный разговор был у Юрия. Разговаривал ли Юрий с кем-то по телефону перед смертью о чем-то важном? И с кем? Разговаривал ли Юрий Шатунов с кем-то по телефону перед смертью о чем-то действительно важном? И с кем он разговаривал? Разговаривал ли Юрий Шатунов перед смертью с каким-то императором, который держал его под своим скипетром, да, под своим каблуком? Ты у меня под скипетром, ты мой золотой бычок, который приносишь мне деньги, да, злато-богато приносишь мне. С каким-то императором он разговаривал, да, который не спаслал на него весть какую-то, да, которую Юрий Шатунов ранее не знал, да. Здесь какая-то такая весточка. Здесь Юрий Шатунов на самом деле собирался уходить от этого императора. Здесь по восьмерке, сейчас я доложу карты, друзья мои, мне просто не терпится рассказать, у меня эмоций столько. Здесь восьмерка жезлов, и здесь женщина срубает плоды своего труда. Что это значит? Это значит, Юрий Шатунов хотел поговорить с императором о том, что он уходит из группы, да, о том, что он выходит, ну, не из группы, а о том, что он выходит из его тисков, так скажем, из лап, да, этого императора. Он хотел с ним об этом поговорить, о том, что он срубает плоды своего труда и все, уходит в свободное плавание, далеко подальше от этого императора. Но здесь император ему преподнес какую-то невероятную весть, которая ошарашила, ворона летит с весточкой, которая ошарашила Юрия Шатунова. Да, он разговаривал. Здесь какая-то женщина как будто бы нечестно с ним обходилась, да, с Юрием. Тут ощущение, что вот женщина все это время врала ему, лгала ему. Тут вот о какой-то женщине речь. И вот здесь по телефону был разговор именно, простите, друзья, расфокус у меня здесь, именно по телефону был разговор о какой-то женщине, которая ему всю жизнь врала, да, у которой не осталось практически никаких чувств, все чувства, вот они пролиты, да, и только 2 бокала, эти чувства, которые остались у Юрия Шатунова к этой женщине. Тут вот, возможно, даже о Светлане, да, речь. Так, интересно. Да,
здесь говорится о некой трансформации, да, здесь император рассказывал по телефону Юрию невероятную весть о том, что у его супруги есть какой-то новый суженый, какой-то новый король кубков, что повергло параллельные две карты Юрия в шок. Он не понимал, что происходит, он стал отшельником, он замкнулся в себе в этот вечер, да, то есть он вообще действительно не знал о том, что происходит. Тут император поведала, еще раз говорю, Юрию невероятную весть о том, что женщина, которая была с ним все это время, обманывала его, да, не любила его на самом деле, у которой появился какой-то новый король кубков. А кто вот этот король кубков, непонятно, да? И здесь Юрий, естественно, после таких слов остался в отшельниках. Ему ничего не оставалось, как замкнуться в себе. Он почувствовал себя незначимым в этом мире, да, у него произошла глубокая трансформация и видение об этом человеке, об этой женщине. Тут про какую-то женщину речь, друзья мои. Здесь, да, действительно был телефонный разговор Юрия Шатунова с человеком, с мужчиной, да, перед смертью, и говорили они о какой-то женщине, которая его якобы предала. Действительно ли именно Ландыш Ахметшина, это мне тоже подписчица задала вопрос, подала Юрию на даче бокал с ядом? Действительно ли именно Ландыш Ахметшина подала Юрию на даче бокал с ядом? Есть такие, да, предположения у поклонников артиста. Действительно ли именно Ландыш Ахметшина подала Юрию бокал с ядом на даче? Так. Ага, кто-то следил за ним, чтобы он побольше выпил, да, аддикция, привязанность к чему-то, да, вот к выпивке, может быть, к работе, к любимой женщине, еще к чему-то, как побольше выпить нужно было ему, да, такое ощущение, что следили за ним, чтобы он не пропускал ни капли, понимаете, вот об этом речь, ну, сейчас мы узнаем, это женщина была или нет, да, чтобы он не прятался от, как вам сказать, да, вот когда пропускают какую-то штрафную, да, знаете, ой, а я пропущу сейчас, да, там сидят все вместе в кругу, пьют, да, вот чтобы не пропускал ни капли. Такое ощущение, что это было не в одном бокале, друзья мои. Это было не в одном бокале, это такое ощущение, как будто постепенно травили человека. Ну, вот это была прям такая конкретная последняя капля, он должен был пропить все до последней капли. Вот здесь об этом речь, да, слежка за ним. Вот ты будешь пить все до последней капли, чтобы, вот знаете, чтобы не упустить вот. Тут, видимо, какой-то такой яд специальный, который нужно определенную дозировку иметь, понимаете? И нужно пропить, вот как я уже сказала, все до последней капли. Ага. Иначе селом заставим, да? Да, женщина, да, действительно, она была императрица, да, правда. Действительно, про Ландыш Ахметшину мы здесь спросили. Да, действительно, она подала бокал, тот самый последний бокал с последней каплей. Я не говорю, что это был один-единственный бокал, друзья. Да, за ним следили долго, чтобы он вот как будто бы вот не пропускал ни одного бокала, который вот с ним распивали эти самые люди, да, и в каждом бокале был яд. Как если не выпьешь, селом заставим, да, главное, чтобы по 15-му старшему аркану все наши планы дьявольские, они сработали. Да, действительно, Ландыш Ахметшина поднесла ему этот последний бокал, не знаю, ну, мы про Ландыш говорили, да, но здесь явно женщина действительно подавала ему этот бокал с ядом. Что произошло во время концерта в Зеленограде 15 июня 2022 года? Что произошло с Юрием Шатуновым во время концерта в Зеленограде 15 июня 2022 года, когда запрещали съемку, да, у людей отнимали телефоны, говорят, что видео с этого концерта вообще исчезло. Что произошло с Юрием Шатуновым? Так, что произошло с Юрием Шатуновым во время концерта в Зеленограде 15 июня 2022 года? Что произошло с Юрием Шатуновым? Борьба какая-то, да, во время концерта в Зеленограде, борьба какая-то, какие-то уловки, какие-то пережимки, да, что-то, кто-то, вот опять этот человек, который его звал на дачу, опять он здесь всплыл. Что произошло во время концерта 15 июня? Тут травили человека постепенно. Тут такое ощущение, как будто человек сам не свой уже становится. Тут даже не борьба, тут человек становится сам не свой от того, что ему постоянно что-то дают. Тут такое ощущение, что-то ему дают. Он не хочет как будто бы это пить, принимать, но тут как вот с какими-то уловками, с какими-то ужимками. Что-то постоянно ему дают. Как-то ему постоянно что-то неправильное, понимаете, втирают по влюбленным. У него как будто выбора не остается у человека. Человек борется сам с собой, у него выбора не остается. Посмотрите, тут одни бокалы.
Тут постоянно какая-то травма, такое ощущение, как будто человеку вообще плохо становится, да, либо тут впервые плохо становится человеку после выпитого, да, постепенно его как бы травит, и вот первый раз ему как будто бы эмоции, туз кубков, эмоции переполняют, в первый раз плохо становится, в первый раз как будто вот он так падает, да, опирается на кого-то, как будто его вот так вот держит. По влюбленным еще вот это может интерпретироваться, да, здесь, ну что его как будто держит, и что-то неправильное есть вот в этом во всем, да, как будто вот за дурака его держит, да, Паш Пентаклей держит его за дурака, тут что-то неправильное есть во всем этом, да, тут ему дают что-то постоянно пить, постоянно что-то дают, человеку тут как плохо, как в обморок падает, человека держит тут, да, человека придерживают как будто бы. Человек не имеет права выбора своего, человека придерживают от того, что ему стало плохо, наконец вот подействовал вот этот яд, который ему постепенно по маленькой дозе, как пажу Пентаклей вливали, чтобы это не было как бы сразу, да, чтобы это не было сразу видно. То есть вот тут Юрию Шатунову было плохо, наверное, у Юрия Шатунова что-то с сердцем, да, чтобы все подумали вот так вот. Здесь 15 июня, да, произошел как будто бы первый обморок, что ли ему как плохо стало, как будто вы его поддерживали. Вот из-за этих самых выпитых бокалов, да, что-то там было подмешано, причем так вот, что не разузнать даже, да, то, что это яд при вскрытии, там, допустим, если человека вскрывают, есть такие яды, которые невозможно увидеть, да, содержание этих ядов невозможно увидеть вот в желудке, в органах, да, то есть есть такие яды. Здесь вот об этом говорится. Летал ли Юрий в Германию в последние 2 года жизни? Тоже подписчица спросила, летал ли Юрий Шатунов в Германию в последние 2 года жизни? Летал ли Юрий Шатунов в Германию в последние 2 года жизни? Летал ли Юрий Шатунов в Германию в последние 2 года жизни? Так. Угу. Опять этот засранец выходит. Вы представляете, что вот опять здесь эти кубки, тут нет, здесь такое ощущение, как будто нет, он не летал в Германию. Здесь нужно было, чтобы он был рядом. Вот рядом с каким-то вот человеком, чтобы постоянно ему вот так вот... Тут все про отравление длиной в жизнь, так скажем, да, это я так буквально не воспринимайте. Тут травить нужно было постепенно, чтобы организм как-то вот... Тут даже какие-то разные яды, я хочу вам сказать. По троечке кубков тут что-то вот разное, что-то вот даже какую-то денежку какой-то женщине давали, чтобы она его удерживала, для того, чтобы он не ехал, чтобы у него не было права выбора, понимаете, здесь опять право выбора невозможно сделать, что-то неправильное есть в этом праве выбора, да, по влюбленным. Здесь такое ощущение, как будто он должен был быть рядом все время с одним и тем же человеком, который его травил, какая-то женщина еще была подкуплена деньгами от этого вот богатого человека, да. Это одно и то же лицо, собственно говоря, чтобы Юра никуда не смог уехать. Нет, он не летал в Германию в последние 2 года. Хотел, но не мог, потому что его кто-то удерживал, в особенности женщина, да. Есть ли у Юрия внебрачные дети? Есть ли у Юрия Шатунова внебрачные дети? Есть ли у Юрия Шатунова Есть ли у Юрия Шатунова внебрачные дети? Есть ли у Юрия Шатунова внебрачные дети? Да, сейчас скажу, да, как не то, что загулял, тут вот как гулял просто, да, с девочкой давно, как будто бы гулял по королю кубков давно с девочкой, да, девочка была, причем его какой-то желанной девочкой, да, какой-то музы. Вот я возьму и никому не отдам тебя, да, вот тут такое ощущение, да, но что-то случилось. Она была его музой. Она была его любимой девочкой. И вот эта женщина, да, от которой у него есть внебрачные дети. Вот ты моя желанная, я тебя возьму крепко и никуда не отдам, не отпущу тебя, да, ты моя муза, по которой я пишу картины, которая рождает мое творчество, да, ты моя муза, которая там, я не знаю, любит мое творчество, да, ты моя звездочка, там, да, когда-то давно у него были вот какие-то отношения внебрачные, но что-то случилось потом по отшельнику. Это дочь и сын у него получается, да, дочь и сын у него внебрачные. Дочь и сын у него внебрачные. Сын точно.
Паш мечей, да? Дикция в зависимости от сына. Тут такое ощущение, что сына очень любил. Ну, здесь мне показывает одного ребенка, на самом деле, да, мальчик точно есть. Мальчик есть точно, про дочку я не вижу дочку. Тут мне задали вопрос, дочь и сын, нет. Мальчика точно вижу, мальчика, в котором он души не чаял, с которым постоянно хотел увидеться, но такое ощущение, как будто оборону держали. Либо ему с новой семьей не давали встретиться, да, с этим мальчиком, либо ему из старой семьи не давали прохода, не давали встретиться со своим внебрачным сыном, так скажем. Но у меня, скорее всего, есть подозрение, что это новая семья, как-то оборонялась, не давала встретиться Юрию вот с этим вот сыном, хотя сына очень любил. Такое ощущение, как будто следил за ним даже где-то, да, ну вот как бывает в соцсетях следишь, да, или как-то переписываешься, вот такое идет. Да, есть, но сына именно увидела. Чувствуют ли дети Юрия, рожденные в браке, боль от потери своего отца? Чувствуют ли дети Юрия, рожденные в браке, боль от потери своего отца? Чувствуют ли дети Юрия, рожденные именно в браке, боль от потери своего отца, то есть от потери самого Юрия, да? Ну, тут, знаете как, сейчас, секундочку. Тут такое ощущение, как будто новая жизнь началась, да, вот с нуля. Тут как новая жизнь, песни, пляски, гулянки. И простите меня, да, за это. Тут вообще как-то странно. Тут женщина влияет, женщина авторитет в семье, женщина влияет и имеет мужскую фигуру какую-то, да, женщина повернута правой стороной к нам, женщина влияет на своих детей, да, и говорит, да давайте ездить, давайте лететь дальше, давайте лететь в новую жизнь по колесу фортуны, давайте начнем все с нуля, давайте радоваться жизни, да, давайте восхищаться этой жизнью, посмотрите, какое солнышко светит, да, не нужно выкорчевывать из сухой земли чеснок, не нужно думать о старом, нужно думать о чем-то, что приведет вас в новую жизнь. Тот человек улетает из горящего здания, ему проще улететь, смыться, испариться, да, из этой жизни, прилететь в новую жизнь по колесу фортуны и не думать ни о чем, начать все с нуля, начать все с дурака, не заниматься самовыгоранием и не думать о прошлом, да, здесь нет какой-то боли, я ее не вижу здесь мечей каких-то, да, прям таких, если тройка мечей вышла, да, или восьмерка мечей, что-то такое, но я не вижу здесь боли, я вижу здесь повешенного, я не вижу здесь карту смерти, трансформации, да нет, здесь все полюбовно решено в доме, здесь женщина рулит и говорит, ну да что вы, сейчас мы пойдем в новую жизнь, с дурака все начнем с нуля, не занимайтесь тут самовыгоранием, солнышко нам светит, птички поют, все хорошо, о старом думать не нужно ковыряться в старом, не нужно по двойке жезлов ковырять вот этот сухой чеснок из земли, да, все уже прошло, все испарилась, да, отец ушел, его больше не вернуть, да, тут вот об этом речь. Нет, тут нет какой-то боли, я ее здесь не чувствую, я ее здесь не вижу. Совет от карт. Что могут сделать поклонники Юрия, чтобы облегчить его страдания в ином мире? Мне стал вопрос подписчица. Совет от карт. Что могут сделать поклонники Юрия, чтобы облегчить его страдания в ином мире? Что могут сделать поклонники Юрия Шатунова, чтобы облегчить его моральные страдания, да? Что могут сделать поклонники Юрия, чтобы облегчить его страдания в ином мире? Угу. Карта семьи. Интересно. Здесь даже послание не то чтобы от карт, да, а от самого Юрия, да, даже можно так сказать, да, я осмелюсь сейчас так сказать вам. Здесь говорится о том, что, во-первых, нужно начать что-то новое. Вот всем сплотиться, не думать о плохом, не думать о грустном, перестать апатировать, драматизировать и не плакать, самое главное, потому что ему там плохо, ему там ужасно, когда много воды, когда много слез, да, и любому человеку в новом мире плохо, да, он чувствует себя неправильно, некомфортно, не так, как нужно, да, сплотиться всем и сделать что-то новое, возможно, создать какую-то новую группу, абсолютно новую, совершенно новую, где не будет слез,
слез, где не будет драмы, где не будет трагедии, где о Юре будут вспоминать как о живом человеке, как будто он с нами, понимаете, как будто он сейчас сидит с нами там за столом, я не знаю, там с нами переписывается, да, с нами общается. Вот такой вот чат создать, как будто вот как Юра живой, как там «Доброе утро, Юра», там, да, как вы знаете, мы ходим на могилку и там разговариваем с человеком, да, вот здесь вот об этом. Создать что-то новое, совершенно новое, сплотиться, не грустить, не драматизировать, не пребывать в тревожно-депрессивном состоянии, потому как это неправильно для человека, который находится сейчас в том мире. Собрать все эмоции, чувства в кучу и какие-то вот стихи, да, какие-то песни, посвященные Юрию, все собрать в одном каком-то чате, возможно, в одной какой-то группе, возможно, даже не онлайн, а офлайн какие-то встречи организовать, да, где бы мы о Юрии, там, допустим, говорили как о живом человеке, да, вот здесь вот сплотиться, вот здесь по двойке кубков не совершать каких-то еще от Юрия пожеланий, не совершать каких-то неправильных действий в жизни, остерегаться плохих людей, да, всегда думать, прежде чем доверять каждому человеку, понимаете, здесь доверяй, но проверяй, вот еще об этом он говорит, как бы, да, об этом нам рассказывает, передает нам такое сообщение, доверяй, но проверяй, и не плакать, не грустить, даже когда слушаете мои песни, не плакать, не грустить, потому что мне там неправильно, мне там плохо из-за этого, да, сделайте, организуйте какую-то новую группу, где вы обо мне говорили как о живом человеке, все свои чувства, эмоции как о живом человеке, как будто бы я жив, высказывайте в этих чатах, да, в этих группах, вот об этом здесь говорится, и никогда не попадайтесь на уловки неправильных, нечестных людей. Здесь вот такой вот хороший совет от карт. Что ж, это был расклад о Юрии Шатунове, да, если есть какие-то еще вопросы, вас мы будем обсуждать в стриме. Стрим, я думаю, что будет на следующей неделе, надеюсь, да, на это, если все будет хорошо, дай бог, и в принципе, вы можете писать комментарии, да, под этим видео, задавать какие-то свои еще вопросы, да, возможно, я отвечу, возможно, я как-то посмотрю, да, какие-то вопросы легкие на картах и вам напишу. Также прошу поставить лайк, подписаться на канал, если вы не успели это сделать. Я вас очень люблю и до новых встреч!